Привет, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о поисках нового героя для канала. Как я снимал прошлое видео про B4, прощальное видео с B4, я сказал, да, надо двигаться дальше. По-любому, ребят, всегда и, по крайней мере, стараться, как я там сказал. Поэтому нужен новый герой на канале. С B4 мы сняли все, что могли, там больше уже некуда, по большому счету. И нужно искать нового героя. Но какого? Ну, разумеется, ВАК, это бесспорно. Я сразу понял, что ВАК. Но какой ВАК? И я начал листать свои видео, там просматривать. И наткнулся опять на Audi 200. Помните, 2.2 турбо, 3B-шная. Я гонял на ней, понравилась мне. Ну, она в хорошем состоянии. Да, там владелец за ней следит, все хорошо. И думаю, а может посмотреть уже S4, S6. Машина посовременнее все же, чем 200-ка. Но все равно меня смущало изначально, скажу это сразу, то, что 92-й, 94-й, 95-й года, все равно B4 был 95-го года. И снова такую же 27-летнюю машину, тут 30-летнюю брать. Но думаю, посмотрю. Продается самая дешевая S4, 92 год, 2.2 турбо, АН, $4000. Ну, торг аргументированный, но небольшой. И приезжайте, смотрите. Ну, по фоткам я посмотрел, примерно состояние оценил. И приезжаю, смотрю. Сразу, что в глаза бросается, это, конечно, отсутствие молдингов, что так немного напрягло, думаю, почему. Но владелец сказал, что их не было вообще. Треснут передний бампер, задний, то есть бампера уже надо делать. Крылья ржавые сразу под замену. Но владелец сразу же сказал, что крылья у него есть. Правда, 3 крыла. Почему не 2, почему не 4, а 3 именно? Ты что, как с лыжами, вот, третья куда, запасная на плечи, если еще все 3 правых, да, или левых. Но крылья есть, ладно, отдает. По кузову остального все равно есть царапины, есть 2 вмятины. Под задним левым фонарем вмятина небольшая, еще в одном месте, уже не помню. 2 вмятины, царапины, ну, жуки, разумеется, нужно делать кузов. То есть, по сути, замена крыльев и перекрас полный автомобиля. Все 10 элементов, плюс бампера еще. Бампера можно восстанавливать, там не замену, а попытаться их восстановить. Перекрашивать нужно всю машину. Прохладно сегодня у нас. Зима какая-то настоящая. И без учета материала рассчитывайте на $60-70 за элемент, а то и на 70. Без учета материала, без учета краски. То есть получается $700 за 10 элементов. Сразу полный перекрас машины. Потому что, ну, внешне, да, плоховато. Машина, мягко скажем, смотрится. По шинам нужно менять шины, потому что пришла зима, там протектор недостаточно, но на шину он торгуется. Шины там 205-55 R16, то есть такие же, как у меня стоит на B6. В теории я могу там зиму на него поставить, но все равно надо новые шины по нормальному машине. Но ну, $200 он скинет на шину. То есть по нормальному 3800 ниже он не хочет. Дальше салон. В салоне, ну, водительское сиденье, я не знаю, там мыши, крысы его ели, ну как, я не знаю, сколько у нас машин было, я ездил на машинах, но никогда такого не было, там на обзорах сколько машин снято, ну, чтобы уже так протерлось сиденье, я не знаю, там, по-нормальному их нужно менять, водительское, пассажирское-то нормально, водительское надо менять или восстанавливать, и, ну, восстанавливать его тоже не дешево будет, потому что такое сиденье найти тяжело, я листал, объявление есть именно на А6, но на А6 другие сидухи. Здесь уже другой узор, так скажем, и боковая поддержка, ну, совсем другое сиденье на S4, на S6. Продается одно сиденье за $50, пара за 105, там отдавали вот так. И по логике, соответственно, получаем, если менять 2 сиденья, это уже плюс перекрас, это уже $800. Плюс, опять же, нету молдингов. Всех молдингов на крыльях, на задних арках этих маленьких, на каждой двери. То есть, опять же, нужны все молдинги. Я начал листать, и итоговая сумма вышла $135. То есть, получаем 700 плюс 100 плюс 135. Получаем $935.
за именно приведение машины в порядок. Плюс еще салон по-нормальному. Нужно перешивать, потому что у вас сиденья будут разноцветные передние, неизвестно, как вы найдете или восстановите. Надо это все делать. И нужно перешивать салон, чтобы был единого цвета, чтобы машина нормально выглядела в салоне. Потому что разноцвет как-то тоже несерьезно. Получается, ты покупаешь машину, чтобы уже выпендриваться, гоняться. У тебя салон посредственный, и все, то есть, как-то... Я снимал А8 D2, и там было видео именно про салон, про переделки некоторые, там рестайлинговые дверные карты, но суть в чем? Перешив салона обошелся $770. То есть материал и работа. Перешив салона. Здесь пускай будет чуть подешевле. К примеру, вам сбросят, вы сэкономите, пускай 600 обойдется, пускай материалы чуть дешевле будут. И получаем 935 плюс 600, 1535. Чтобы это все сделать, привести божеский вид. Это не считая техники, я технику вообще не считал. И уже 1535. Плюс передние, задние диски, колодки. Колодки еще менялись, диски, разумеется, попросят замены. Ну а потом давай проедем. Ну поехали, прет она, конечно, хорошо, все. Единственное, на паре ям вроде чуть-чуть как бы удар такой был легкий. Вроде амортизатор помирающий один. Но он не придал значения, типа все нормально. Но я так заметил, что вроде чуть-чуть удар. То есть если что, даже я так себе прикидываю, не надо питать иллюзии, если что, даже 2 амортизатора надо менять. Потому что один менять неразумно, по-любому надо 2. Сзади многорычажка, квадро, понятное дело. Пару рычагов надо менять, и я еду и прикидываю себя. Конечно, ее хвалят, смотри, как прет, ради этого надо и покупать. То есть человек, наверное, думал, что мне 20 лет, и спасибо, если я настолько выгляжу. Если ты меня видишь, спасибо тебе большое за комплимент. И я уже, если начинаю считать, я понимаю, что нет, за 7 я вылезаю. В 7 я не вписываюсь, потому что шины нормальные. Но это не важно, важно техничка больше, то есть кузов, технические моменты, ходовка, тормоза, колодки, диски, это все надо будет поменять. И я так уже посчитал, настроение начало падать, и я понимаю, что эту машину брать не буду. Но в закладке я себе ее оставлю. И не особо интересно, скажу честно, потому что, да, та 200-ка 3Бшная в классном состоянии, но продаются сотки, 200-ки за 1500, за 2, за 2200, да, вы скажете, там плохо, но в таком отношении можно все равно машину восстановить более дешевым способом, в 4-4,5 уложиться. А уже положить 6-7 тысяч долларов, это уже другой раздел затрат, ребят. За 7 тысяч долларов уже полно других вариантов. И здесь машина постарше, 92 год, и 6-7 тысяч долларов как-то уже и жалко, потому что есть машины посовременнее. Да, стояла идеальная S4 94 года. Тоже АН 2.2 турбо, 268 лошадиных сил, тоже бордовая, но чуть темнее, чем B4 мой был, 12 тысяч долларов. Человек вообще фанат. Но пишет, что там все в идеале, все оригинал, все отлично. И стояла еще одна за 7. S6 уже, 95 год, 2.2 турбо, также АН, разумеется. И у нее уже турбина заменена, турбина там аппетитная, конечно, стоит. Светло-синий цвет, можно перекрасить, да и этот цвет, в принципе, неплохо. 7 тысяч долларов и не торгуется. Пишет, что все нормально, все идеально, но 7 тысяч долларов жалко за такую машину. Поэтому я так посмотрел. Действительно, мотор, машина прет, все хорошо, но хочется уже немного современного больше дизайна интерьера. Да, есть B6 современнее, а здесь можно именно под проект. Но все равно старую машину уже не особо-то хотелось, все равно хотелось посовременней. Поэтому эта машина, в принципе, до сих пор в продаже стоит. Я отложил ее в закладке, но решил смотреть дальше варианты. И следующие варианты будут в следующем видео. Машина очень интересная, с V8. В следующем видео мы об этом поговорим. Там будет очень интересно, я надеюсь, вам понравится. Более детальный подход и более мною заинтересованный. Я уже имел огромное желание купить. Но все подробности будут в следующем видео. На этом пока все.
Спасибо за внимание, ставьте лайки, делайте репосты. Мы продолжаем поиски. Счастливо!